Hohem iSteady M6 набор. M6 кит, так называемый, это очень-очень невероятнейший, просто обалденно крутой стабилизатор. И я сейчас абсолютно не преувеличиваю, потому что я с ним поигрался, я его потестил, и вы знаете, это намного круче, чем мой DJI Osmo, который у меня есть. Давайте его сразу же распаковывать. Очень симпатично все сделано. Смотрите. Оп, кейс. Откидываем коробочку. Кейс у нас одокинский, он крутой, просто крутой. Сзади тиснение у нас. Давайте его вскрывать. Это называется, взорвали. Вот так вот. Открыли. И здесь у нас первое, что есть, это треножка. Треножка армированная, кстати. Не поломается, я думаю, да. Треножка. Сам по себе стаб. При этом стаб у нас, смотрите, давайте вот я вам сразу тонкости все расскажу. Смотрите, сколько органов управления. Это фиксатор, тут есть фиксатор и еще один фиксатор для регулировки длины выноса вот этой штанги. Сам он по себе, вот сейчас вот я его расфиксирую, вы сейчас просто охренеете. Смотрите, сейчас вот это тоже расфиксирую, есть. Он вращается на 360 градусов, а вот эта штука на 335 градусов поворачивается. У нас есть вот такой вот, смотрите, вот такая вот штукенция с датчиком АИ, датчик, как его, датчик слежения на интеллектуальный, еще и с... грубо говоря, с заполняющим светом. У нас есть вот крепление для заполняющего света. Смотрите, у нас есть дополнительное крепление. Раз, где тут еще? Вот, два. Дальше, по кнопочкам. Кнопка включения, Type-C. У нас есть кнопка зумирования, кнопка записи, джойстик с холл-эффектом, то есть, грубо говоря, с датчиком холла. Переключатель режимов. Вот такой вот режим управления. Тут есть модуль управления, такая кнопочка, это в приложении. Это у нас при использовании каких-то режимов, тоже какие-то кнопки сейчас будем пробовать. Центральный курочек. Сам по себе он сделан из очень крутого пластика. А еще у нас есть вот такой вот почти дюймовый экранчик. OLED-экран, который показывает статус и все остальное. А и фонарик у нас на магнитах. Опа, фонарик вместе с камерой слежения. Не с камерой, а с датчиком слежения. Вообще невероятная штука. Я сейчас ее закручу. Сейчас мы ее закрутим на трипод, на этот. Пускай пока стоит. Потом закинем туда смартфон, потом посмотрим, сколько он стоит, и пойдем на улицу, потестим чуть. И в комплекте у нас еще, знаете, что есть? У нас есть Type-C на Type-A. Есть вот такой Type-C, Type-C, потому что у него есть функция реверсивной зарядки вашего смартфона. Закрываем, это нам уже не понадобится. Давайте перед тем, как мы пойдем на AliExpress, где я его покупал, собственно говоря, я поставлю сейчас свой смартфон и покажу, как он включается. Ой, это вот таким вот образом надо. Это очень классно. Открывается вот эта штука у нас на скобе, то есть она, вернее, не на скобе, а на пружине. И могу уже включить. Просто зажал кнопочку у нас. Hohem, ты-ты-тым. Опа, включилась. Крутяк, крутяк, работает. Уже, в принципе, ты его можешь использовать прямо из коробки. Я еще ничего не делал. Я не устанавливал приложение, я просто тестил сам по себе Gimbal с переключением различных режимов. У нас, кстати, там такая инструкция еще на русском языке. Мы обязательно посмотрим, что они там пишут. Будем пробовать все функции. Дальше. А что дальше? Слушайте, можно, в принципе, пока что его выключить. Давайте выключаем. Все, пускай стоит здесь. А мы идем с вами на AliExpress. Кстати, ссылку на проверенного продавца закинул вам в описании под видео. И купил я вот эту штуку за 167 баксов. Это с триподом и с AI датчиком. Есть версия еще с пультом дистанционного управления. И есть еще с вот таким вот огромным штативом. Но с функцией дистанционного управления я советую больше всего, потому что они позиционируют эту штуку как вот Gimbal для блогеров. Объясню. Смотрите, по порядочку. Весит 551 грамм, достаточно немного для стабилизатора. Максимальная нагрузка выдерживаемая 400 грамм. Ширина устройства до 98 миллиметров, от 58 до 98, достаточно большие смартфоны. 2600 мАh батарея, что позволяет нам выдержать 18 часов съемки при хорошо откалиброванном. Это без использования датчика. Если мы используем интеллектуальный трекинг и заполняющий свет, то это 6-8 часов.
Вот так вот, это замеры лабораторные. Заряжается он 3 часа, повороты 360 на 335, я уже говорил вам это. И поехали. У нас iVision сенсор тоже 23 грамма, а тут мы поехали. Смотрите, у него есть заполняющий свет, работает. Дальше у нас есть тут... давайте, что они там пишут. Вращение я уже тоже сказал. У нас есть iSteady 7.0 антишейк алгоритм. Батарейка 18 часов, как они показывают, видите. Подходит для видеографов, для путешественников, для социал-медиа создателей контента, потому что очень много креплений. Вы можете сюда еще доп. Свет закинуть. Вы можете сюда все что угодно. Еще, кстати, и знаете, вот я дальше покажу опции. Он может переключаться между всеми камерами. Если тут есть телеобъектив, она переключится на телеобъектив. Если есть, допустим, здесь какая-то, допустим, широкоуголочка, он переключится на широкоуголки. У меня 4 камеры в общей сумме, на все 4 он может переключиться. Это очень классно. Для стримеров подходит и тому подобное. Для фитнеса, для спорта. Короче, классная тема. А давайте мы сейчас с вами... вот приложения, в которых будет использоваться эй-трекинг во всех мобильных приложениях. То есть даже не важно, используете вы Хохем или нет. Вы вставили, допустим, TikTok, вы включили ай-трекинг, и оно будет прямо в ТикТоке работать. Это круто. Это действительно очень-очень круто. Дальше, что у нас тут еще? Трехосевой. Вот, кстати, датчик холла есть. Датчик холла. То есть здесь у нас вот это магнитное управление. Очень классная тема. Датчик холла, те, кто знает, на геймпадах используют для того, чтобы не было, допустим, резких скачков. Очень важно, потому что когда у тебя нет датчика холла на этом джойстике, на вот этом вот джойстике, то в определенный момент, если там есть мертвая зона, у вас может перескочить, у вас может там резкие рывки быть, а при использовании датчика холла это будет всегда плавно. Очень классно тема. Ну что, я готов, в принципе, перейти его уже потестировать на улице. Подписывайтесь, нажимайте колокольчик. Вот, кстати, экранчик они показывают OLED. Подписывайтесь, нажимайте колокольчик и по ссылочке в описании под видео можете узнать актуальную цену для вашей страны. А мы уже перейдем на улицу и, конечно же, сделаем там выводы. Ну что, друзья, выехал на природу потестировать. Смотрите, стоит он у меня здесь. Давайте сразу говорю. У него есть режим портретный и есть режим ландшафтный. Так вот, переключение у нас, это самый его большой недостаток, это переключение в механическом режиме, то есть руками. То есть для того, чтобы получить портретный режим, вы должны включить вот в такой режим, смотрите, вот в такую штуку. И тогда вы выставляете смартфон, грубо говоря, сейчас я его разверну, вот таким вот образом он у вас будет. Либо вы должны его переключить в ландшафтный режим. Мы не будем с вами работать в портретном, мы будем работать в ландшафте. Но как переключать, я вам показал. Мы с вами закрепили смартфон и просто теперь включаем. У нас загорелось, видите, на экранчике режим работы. А вот теперь мы обратимся к инструкции. Инструкция настолько обширная, показывая инструкцию, смотрите, она на русском языке. И мы начнем именно с каких-то моментов самых прикольных. А это значит, что у нас с вами, смотрите, у нас есть с вами датчик интеллектуального отслеживания. Ведется речь именно про вот этот вот датчик. Объясню, когда вы его включаете, давайте мы камеру для начала включим, чтобы она у нас была просто включена. Я вам объясню. Дело в том, что этот датчик может работать вне зависимости от, допустим, вашего местоположения. И работает это таким образом. Вы включили сам датчик, он загорелся красным в этой части, ближе подойди. Моргнул 2 раза, и у нас есть некоторые, допустим, моменты управления. Если я ему покажу вот так вот, то он начнет отслеживать меня. Он, кстати, это начал делать. Сейчас я остановлю это все действие. Смотрите, как это выглядит. Дай мне камеру. Смотрите, как это выглядит. Я показываю датчику вот так вот. Включается зеленая лампочка, и он будет следить за мной вне зависимости от того, в каком я приложении снимаю, вообще использую сам по себе вот этот вот джимбал. Во-первых, видите, мы его должны еще с вами отцентрировать, откалибровать, что мы сейчас делаем. Но остановить отслеживание, он будет отслеживать в ТикТоке, во всем чем угодно. Смотрите, мы включим с вами ТикТок, вот, например, ТикТок. Неважно, что там ТикТок у меня в таком режиме, это вообще абсолютно не важно. Вот, мы с вами включили ТикТок, и он даже в ТикТоке при съемке будет отслеживать. Давайте остановим. Для этого нам достаточно показать вот так вот руку стоп. И все, у него загорается красный значок. Супер. Для того, чтобы автоматически откалибровать, нам нужно нажать вот эту кнопку М 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5. И он начинает калибровочку.
У нас появляется надпись «Калибровка» и ждем. Оп, и все теперь вообще ровнюсенькое, смотрите, все чудесно. То есть абсолютно все ровно. Мы сейчас с вами, сейчас знаете что, я сейчас включу трекинг, я включил трекинг, я включу запись на свою камеру и сейчас попробую пройтись и записать качество видео. То есть дальше у меня будет идти именно видео с этой самой камеры. Сейчас мы отключим. И буду с вами общаться для того, чтобы вы видели, насколько трясет, оно не трясет. Все, поехали, переключаюсь на камеру смартфона. Короче, я сейчас прогуливаюсь. Очень и очень круто это все дело сглаживается. То есть я сейчас иду, расшатываюсь, у меня шаткая походка, больное колено. Навернулся денечек назад в порту, снимал отход воды и, короче, навернулся в яму бетонную. Ну, короче, слушайте, вообще снимает обалденно. Вы можете использовать и в длинном варианте с треногой. Очень классно снимает. То есть очень, мне прям нравится. Суперово. Сейчас мы переключимся на основную камеру. Попробуем. Слушайте, я иду здесь возле парка. Иду, расшатываюсь, как не знаю кто. И оно практически не движется. Суперово просто. Вот иду к своей машине обратно. И то же самое, смотрите. Класс. Тоже отлично. По качеству этого видео вы, конечно же, можете оценить, как работает сам по себе вот это вот трехосевой гироскоп, который там есть, и трехосевое уплавнение. Но не всеми этими функциями он, скажем так, славится. Давайте дальше. У него, конечно же, есть приложение. Сейчас я включу запись экрана. И вот здесь вот у нас есть уже огромное количество моментов. Например, есть спортивный режим работы. Это когда мы зажимаем вот эту штуку. Давайте, что они тут пишут. Я просто должен читать слишком много функций для того, чтобы это запомнить. Кнопка запуска. У нас есть вот такая вот кнопочка. И если мы ее нажмем с удержанием, будет спортивный режим. Мы зажали, у нас появилась кнопка S. И спортивный режим он делает, вот видите, у него очень-очень-очень ограниченное следование за, скажем так, за джимбалом. То есть у него очень быстрое реагирование, очень быстро и зафиксировано у нас по вертикали. Отлично. Для того, чтобы вернуть его в первоначальное положение, нужно нажать 2 раза. То есть раз он вернулся. Например, у нас есть съемка с непрерывным вращением в 360 градусов. Для этого мне нужно нажать кнопку М 3 раза. Раз, два, три. И у нас начинаются вот такие вот чудеса. Смотрите. То есть она начинает вращаться 360 градусов. И именно с помощью этого создаются вот эти вот эффекты залетных видео, когда там, знаете, вот это вот залетает куда-то в окно или вылетает из окна. И это все вот таким вот образом снимается. Для того, чтобы вернуть в исходное состояние, опять же нажимаем 2 раза кнопку курка, и все исправляется. А вот у нас переключатель режима, та же самая кнопка. Ну, например, режим PF будет работать в режиме следования тому, куда я укажу. То есть он будет всегда следовать за вращением. Если мы включаем режим следующий PTF, то это у нас такая себе жесткая фиксация, и он будет следовать... У нас там было, знаете, как вот, смотрите, режим... Давайте я включу PF изначально. И у нас он с фиксацией по горизонтали, по вертикали. Видите, у нас фиксация по вертикали есть. Если мы включаем режим PTF, то он не фиксирует вертикаль, он начинает следовать за стабилизатором. Ну, то же самое по горизонтали у нас. Он начинает следовать за стабилизатором и поворачиваться в ту сторону. Режим L у нас есть. Это где у нас фиксируется направление камеры. Ну это он уже перевернулся. Я сильно зажал. Режим L это с фиксацией объекта. Вообще отлично. То есть я сейчас дергаю, а вы по видео можете понять, что ничего не происходит. Это если вам нужно быть направленным на один объект. И как бы вы ни поворачивали этот самый джимбал, он будет в этом положении. Ну и сам по себе режим POV это без фиксации, вообще без какой-либо. Он будет и по вертикали, и по горизонтали, и по осям вообще просто следовать за движением этого самого джимбала. Потом вы выставили в нормальный режим, нажали 2 раза на кнопочку, и все опять у вас стало на место. Самое прикольное здесь, это кроме того, что есть eye-tracking здесь, который мы можем использовать, я вам уже показал. Здесь есть eye-tracking лица, просто даже программный. Мы включаем eye-tracking лица, выбираем фронталочку, и вот, пожалуйста, вы видите прямо сейчас меня с записи со смартфона. Я сейчас просто двигаюсь, и он будет всегда следить за моим лицом, как
бы я ни шел, очень удобно для блогеров, но с ай-трекингом намного лучше, потому что там, ну сейчас, вот так вот экспозиция лучше будет, потому что там он ловит быстрее это все. То есть здесь у вас есть какая-то задержка, он будет запаздывать в движении за вашим лицом, а там именно прям четко-четко на лице. Поддерживает он также режимы, смотрите, я нажимаю на кнопочку, ну это на фронталочку, у нас 1080p 30 Гц максимальная, и если мы переключим на обыкновенную камеру, то мы здесь можем снимать до 4К 60 Гц, это максимально, что позволяет снимать камера моего смартфона. Но это еще не все, мы здесь можем в настроечках выбрать любые камеры, которые есть. Например, камера на задней панели, камера на передней панели, это само собой фронталочка. А мы также можем выбрать широкоугольную камеру. Мы можем мануально выбирать ширик, если он у вас есть. Также мы сможем с вами выбрать камеру с задним телеобъективом, тоже если она у вас есть. То есть вот такой вот телеобъектив, это макро, по сути, в моем случае это макрокамера, мы можем еще и с джимбалом снимать в макро. Вообще, то есть, например, там движение муравьев, да, там это просто охренительно. То есть там какие-то очень близкие проходки, у вас есть макрокамера. А теперь, это же еще немаловажный аспект того, что у нас есть колесико регулировки зума. Вот это колесико, оно выполняет тоже многофункциональное. В данном случае вы видите размытое. Я сейчас переключусь на другую камеру. Смотрите, камера на задней панели. Если я начну крутить, то в данном случае она не регулирует зум, просто фокус. Она мануально может регулировать фокус. Что она еще там может? А ну давайте сейчас посмотрим, что это колесико еще может делать. Сейчас, секундочку. Короче, штука, ребята, просто опупенная. Смотрим колесико, что у нас еще может сделать. Ну-ка, где оно там? Многофункциональное колесо управления, двухкратное нажатие, это переключатель фокусировки фокусировки вращения по оси крена. 2 раза нажали, что мы там можем регулировать? Вы поняли, покажи. Смотри, что мы можем с вами. Мы с вами можем крен регулировать. Можем задавать крен такой, как нам нужен. Вот это крутяк. А ну подожди. Теперь 3-кратное нажатие, переключение в режим RGB. Опа, а это не то. Это знаете чего? Мы же дело в том, что можем включить, и у нас нажатие с удержанием, включение вот этой вот подсветки. Смотрите. Опа, это режим RGB. Это просто, у нас белый. Допустим, смотрите. Ну сейчас. 1, 2, 3. Оп. И здесь мы уже можем выбирать цвет, какой вам нужен на подсветке. Что, не видно, да? Совсем не видно. А ну поближе его, дай мне камеру. Сейчас попробуем. Или в темноте отснимем в студии дополнительно, чтобы ребятам было видно. То есть эта лампа еще и работает в режиме RGB. Вот так вот вообще, блин, крутяк невероятный. Теперь, ну, джойстик сами вы уже поняли, как работает. А вот зум у нас еще есть. Вот это немаловажный момент. Если ваша камера поддерживает какой-то оптический или цифровой зум, то тоже в приложении от Hohe вы можете использовать этот самый зум. И есть также у нас кнопки для движения. Вот они, видите у нас, вот они, А и Б. Это в режиме таймлапсной съемки мы можем удерживать кнопки А и Б, чтобы установить начальную или конечную точку для замедленной съемки движения. То есть он может снимать вот такие таймлапсы с движением. Знаете, вот это делается. То есть у нас кратковременное нажатие кнопки, смотрите. Вернее, смотрите, мы сейчас вот длительно зажали кнопку А и Б одновременно. Оно пикнуло, оно установило начальную точку. Это установка в качестве начальной и конечной точки. Короткий звуковой сигнал это нам подтвердил. И кратковременное нажатие кнопки А и Б это быстрый возврат. То есть мы ставим сюда, выбираем, например, у нас там есть панорама, замедленное движение. Нет, нам нужна таймлапс. Нажимаем на съемку, выбираем, сколько в каждую секунду срабатывать, то есть 1/10, и оно пошло снимать. Если мы повернем, допустим, в какую-то сторону и включим эту запись, двухкратное нажатие кнопок А или Б – это возврат с постоянной скоростью. Сейчас посмотрим, он каждые 10 секунд должен переключать свое положение. Ну, нам уже его надо отцентрировать, конечно, это все действие. Это так, тестово мы чего-то делаем. И он каждую минуту будет менять положение, грубо говоря. Ну, давайте я просто вам покажу. Оно будет вот таким вот образом делать каждый кадр с вот таким вот сдвигом. То есть это очень классная тема для съемки таймлапсов. И вот он нам показывает, в каком режиме это все дело происходит.
Слушайте, ну функций действительно очень много. Есть у нас, конечно же, еще там, ну я остановлю эту всю фигню. Есть у нас, конечно же, и съемка панорама. О, вот смотрите, у нас клип получился. Ну, вы видите на экране. Допустим, мы там начали снимать, потом начали баловаться. Конечно же, здесь можно делать еще различные вот эти вот моментные съемки. Вот, например, вот такая вот там скачок вращения. Да, я там могу сейчас там нажать начать и снимать вот эти вот примеры вот таких вот видео. Могу снимать лицом к морю. Это будут красивые какие-то для ваших блогов. Это конкретно блоговый джимбал, который существенно расширяет возможности вашего смартфона. Настолько это все круто. Для себя, конечно же, это панорама. Интервальная съемка. Единственное, что я для себя могу еще проверить, это просто-напросто реверсная зарядка, для того, чтобы уже заканчивать этот обзор. Вот здесь вверху у меня есть, кстати, где-то, сейчас я его найду, на каком-то из крепежей, а вот он, кстати. У нас снизу есть питание. Я воткнул, и вот, пожалуйста, у нас пошла зарядочка. И еще тут немаловажный момент. Я когда заряжал перед съемкой, ну все, у нас питает смартфон, все отлично. Я когда заряжал перед съемкой, то максимально он брал у меня, вот они писали 5 вольт 2 ампера, это 10 ватт, это 3 часа. А у меня тестер показывал, что он берет 15 ватт. Это вот, кстати, нормальная тема, это значит, что он заряжает чуть-чуть с более быстрой зарядкой, чем есть на самом деле. Ну что, ребят, я рекомендую вот этот вот Хохем, он просто нереально крутой, я прям вообще в очень большом восторге от него. Ну, ссылки в описании под видео, что мне еще вам сказать. С вами был Бабл на канале Технозон и Хохем, вот этот вот M6 Kit. Пока.